Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР. 1 сентября 1941 года Юрий пошел в школу, но 12 октября деревню заняли гитлеровские войска, и его учеба прервалась. Всю семью немцы выгнали на улицу, а в доме устроили мастерскую. Но Гагарины выкопали маленькую землянку, накрыли ее дерном и выложили там печку. Незадолго до отступления немцы угнали брата и сестру Юры в Германию. 9 апреля 1943 года деревню освободила Красная Армия, и учеба в школе возобновилась. 25 октября 1954 года пришел в Саратовский аэроклуб ДОСААФ СССР. В 1955 году Юрий совершил первый самостоятельный полет на самолете Як-18. Всего в аэроклубе он выполнил 196 полетов и налетал 42 часа. 27 октября 1955 года Гагарин был призван в советскую армию и направлен в Чкалов, в первое военное авиационное училище летчиков имени Ворошилова. В учебе Гагарин по всем дисциплинам имел самые высокие баллы, но никак не мог освоить грамотную посадку. Самолет все время клевал носом. Даже было принято решение об его отчислении. Но, к счастью, был вовремя замечен маленький рост Гагарина. Из-за него менялся угол обзора и снижалось чувство земли. Гагарину подложили на кресло толстую подкладку, после чего он справился с заданием. 25 октября 1957 года Гагарин окончил училище с отличием. В 1959 году по постановлению ЦК КПСС начался отбор 20 кандидатов на первый полет человека в космос, в число которых попал и Юрий Гагарин. За время двухлетней подготовки все физические и психологические нормативы были сданы на отлично, и впоследствии Юрий стал первым кандидатом на полет. Пуск ракеты был назначен на 12 апреля 1961 года. Предварительная ступень. Понял. Промежуточная. Понял. Уровень подъем. Поехали. Произошло плюс головного обтекателя. Обзор вижу землю. Хорошо разлетела земля. Видимость отличная. Хорошая видимость. Прием. В конце полета произошла аварийная ситуация. Автоматика выдала запрет на штатное разделение отсеков. В результате в течение 10 минут перед входом в атмосферу корабль беспорядочно кувыркался со скоростью 1 оборот в секунду. Но, к счастью, при входе в атмосферу спускаемый аппарат наконец отделился от приборно-двигательного отсека. На высоте 7 километров Гагарин катапультировался, и космонавт благополучно приземлился на Землю. В результате, выполнив 1 оборот вокруг Земли, на 108-й минуте полет завершился. После полета Гагарин получил всемирную известность. Ему было присвоено звание Герой Советского Союза и летчик-космонавт СССР. Через месяц после полета начались зарубежные визиты. В целом, Гагарин посетил 30 стран, в том числе Кубу, Англию, Египет. Последние годы жизни посвятил военному делу. Юрий Алексеевич Гагарин погиб 27 марта 1968 года в авиакатастрофе. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложили совершить этот первый в истории полет. Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. Это ответственность не перед одним, не перед десятком людей, не перед коллективом. Это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим.